Всем привет, с вами Миша Выплюшка, это канал бывшего осужденного. Зэков хотят привлечь к работе на свободе, вот, даже стихами заговорил. Короче, в средствах массовой информации очередной вброс, что зэков якобы хотят выводить на работу, прям вот, на волю, на какие-то работы. Правда это или нет, давайте будем разбираться с вами вместе. Итак, если кто-то впервые вдруг на канале, я человек, который провел 12 лет в местах лишения свободы, чем я не горжусь, я здесь просто рассказываю свой опыт и высказываю свое мнение, так сказать, по вопросам вот типа таких. Перед просмотром можешь поставить палец вверх, подписаться на канал, на все соцсети. И, кстати, если хочешь знать больше по этой теме, у меня есть телеграм-канал закрытый, как в него попасть. Смотри видео по ссылке в описании. А мы начинаем. Вообще, открою вам секрет, может быть, кто-то не знает, но зэков давно выводят уже на работу, так сказать, по найму на волю. Но зэков, знаете, каких? Которые сидят на поселке. То есть, если вы не знаете, что такое колония поселения, это самый легкий вид такого наказания, связанного с каким-то лишением ограничения свободы. Дают его в основном за какое-то нарушение уголовного кодекса, незначительное, типа аварии, там что-то такое. В общем, там больше какие-то хулиганы сидят, там угроза какая-то, там, может, там, еще что-то подобные, то есть, не прям конкретные уголовники, в общем, думаю, там... Раньше, кстати, она называлась химия. Почему? Почему, не знаю. Вот мы, когда я отбывал, называли деревня, потому что, как правило, она находится где-то возле зоны, рядом, как правило, с зоной находится какая-то деревня, и вот туда водили их туда, работать, вот этих людей, которые сидели там, вот. И водили, и водят до сих пор. В общем, как это происходит, в общем, берет их какой-то начальник отряда, там всех собирает туда-сюда, и поперли они там какой-то завод, я помню, в Рязани разбирали они, что-то еще. Да что далеко ходить, Беломор-канал, да, кто выкопал. Кстати, если знаете, обязательно пишите в комментариях вообще мнение по этому поводу. И вот сейчас очередная мулька в сетях ходит, что там все уже там в последнем чтении был принят закон о том, что хватит там что-то такое, что гастарбайтеров типа слишком много, их надо куда-то отправлять. Я это не придумал, я это прочитал. Вот. А зэков, которые сидят, да, чтобы они поменьше жрали там на наши налоги, кстати, посмотрите, ролик у меня есть на канале, сколько же зэки жрают ваших налогов, их надо привлекать, да, потому что пускай они искупают свою вину еще таким образом, до кучи. Давайте разбираться. Наверное, сразу вы думаете, как так-то, да? Как вот там сейчас я приду на работу, а у меня там воду в кулере меняет чел весь синий, ему еще 20 лет сидеть за тройное убийство. Так, что ли, это будет? Конечно, нет. Конечно, нет. Небольшой сейчас сделаем отброс в 90-е. В общем, смотрите. По закону зэкам положен отпуск. То ли 2 недели в год, что-то такое. Естественно, тем, кто ведет себя хорошо, в общем, в 90-е начали практиковать вот эту канитель. Давайте попробуем, может быть, будем отпускать их там, как они там себя будут вести. И что вы думаете? Это очень быстро все прекратилось, потому что зэки возвращались оттуда, уже совершив новые преступления за эти 2 недели. Это раз. Некоторые вообще не возвращались, это 2. Чего далеко ходить? Помните «Адская бочка», выпуск «Криминальной России»? В общем, все, что связано с тем, чтобы отпускать зэков, таких матерых, на свободу, на заработки, это уже давным-давно проверено. Сейчас, правда, вроде как опять начали практиковать вот эту канитель с отпусками. Вроде как отпускают. Но опять же отпускают тех, у кого там небольшое там преступление какое-то совершено, прям не злостное, там, не тяжкое. Кто встал, так сказать, на путь исправления, это ему, знаете, для того, чтобы он налаживал какие-то социальные связи перед освобождением это делается. Вот так. То есть не будет такого, что реально какого-то там Бронсона, да, либо реально там какого-то людоеда, убийцу, там, маньяка будут к вам приводить на работу, и он там будет что-нибудь вам там какие-то полки прикручивать. Естественно, нет.
А в СМИ всегда, как всегда, вот все раздувается именно так. Все, зэки там будут среди нас, там все, ты там, да, в такси они будут работать. То есть ты садишься в такси, и зэк такой там, опять шансон слышишь такой, ну что, я тебя сейчас отвезу и поеду, куда? На зону к себе обратно. Я там ночую, а здесь вот работаю. Естественно, такого не будет. И куда еще, кстати, вот можно их устроить? Какую вот можно смоделировать еще ситуацию, ребят? В милицию давайте их отправим работать, да? Пускай, да, что? В милиции работать некому, в полиции. Давайте зэков будем отправлять в полицию работать, в пожарную, куда еще там, не знаю. Ну, вот как-то так это постоянно преподносится нам вот чем-то таким. Вот это кликбейт, я их тоже делаю, знаете, чтобы, ну, типа, чувак какой-нибудь кликнул по ролику, о, нифига, как петушат там, шнырей, да? Заходишь, а там говорят, всем привет, с вами Миша и Плюшка. Их никак не петушат. Дело в том, что давным-давно уже от этого отказались, да, в местах не столь отдаленных. Но человек-то зашел, меня увидел, может посмотреть что-то еще. Но, как говорит вот один мой хороший товарищ, да, с нами чаек. Привет, бро, если смотришь. Он называет этих людей, ну вот журналистов, журнобляди. Потому что они постоянно стараются вот как-то все исковеркать. Я это тоже замечал, потому что я на телеке появлялся. И постоянно вот как-то вот хайпануть настолько, что я не знаю уже. Там Пугачева умирала раз 50 тоже в этих газетах. Еще там что. В общем, и этот вброс нам делается вот опять же с таким посылом, чтобы мы вот там, да и уйди ты отсюда, чтобы мы вот сидели и думали, что о, нифига себе, а ты слышал там, что сейчас зэков хотят освободить, они будут работать. Даже если такой закон и примут, посчитают целесообразным, поверь, там не дураки сидят. Вот они могут принимать, те, кто сидят в верхах, там разные законы, там дурацкие, недурацкие, но я думаю, преступности и так хватает на наших улицах, да? Если еще ее повышать, я думаю, никто не хочет возвращаться в 90-е. Дело в том, что действительно есть очень большая вероятность, и уже проводились опыты, есть определенный опыт в том, чтобы привлекать зэков к вот какой-то вольной работе. Блин, какой-то еще был случай, я не помню, когда зэков так привлекали. В общем, полно их было. Вот. Просто о многих мы не знаем. Вот «Адская бочка», «Криминальная Россия» — это самый, наверное, известный случай, когда человек там, зэк, выезжал на машине, говно вывозил из зоны, а сам маньячил, короче, и убивал женщин. Вот. То есть опыт-то есть, и его никуда не деть. И люди там как бы понимают, чем это аукнется, и что даже если типа бета-версию сделать вот этого всего, да, то это очень быстро закончится все. Начнут выходить зэки на работу, да, их и так толком не заставишь работать. То есть там в зоне как бы зэки народ такой нетрудолюбивый. Вот. А здесь они не то, что они будут работать, они будут просто, это для них будет повод выбраться сюда. Реально в зоне-то, зэки работают, знаете как, они приходят в 9 утра, в 10 начинают работать, а после обеда до конца смены спят. Вот так вот вся зона и работает, и не одна, все зоны так работают. И это еще с учетом того, что половина зэков вообще не работает, которая сидит в зоне. Ну, вот так вот уж сложилось. И, соответственно, вывод такой, вот на мой взгляд. Я не знаю, дай бог, конечно, чтобы я не ошибался. А может быть, через полгода кто-то посмотрит это видео. Опа, Плюха, ты был неправ. Сейчас он у меня на работе, менеджер по продажам, ночует в зоне, ему еще сидит 17 лет за изнасилование крупнорогатого скота. Он там коровам крутил хвосты в колхозе. Вот. А ты говорил, что такого не будет. Ну, возможно, такое и будет. Но, опять же, знаете как, опять же, вот с учетом того, что как бы будут привлекать каких-то людей, которые, ну, наверное, там где-то на поселке сидят. Может, вообще кто условно осужденный. Будут больше давать исправ работ. Вот. Может быть, меньше будут давать условок, а больше давать исправ работ. Ведь есть такой вид наказания, как исправ работы, когда зэк обязан там где-то трудиться, либо со своей зарплаты, где он там работает, у него будет удерживаться какая-то часть. В общем, возможно, будет больше этого.
либо реально как бы примут закон и будут на разные работы привлекать зэков, но которые сидят, вот как я уже говорил, на поселке. Вот. То есть, поверьте мне, никаких рецидивистов, которые там сидят уже там по 20 лет, еще там, не знаю, там с конца 90-х, да, каких-нибудь. Кстати, самого такого человека я встречал, который сидел с 97-го года. Вот. В 17-м году. Или в 16-м году, я не помню. Короче, последний раз, когда я освобождался, сидел там такой человек у нас, который сидел с 97-го года. Вот. Я не помню в каком, но, короче, в 20 каком-то ему было освобождаться. 25 лет у него срок был. Это самый большой, который могут дать. В общем, таких не будет, нет. И он, кстати, был отбитый вообще наглухо. Блин, я его не представляю, чтобы его кого-то выпустили, чтобы он там работал. Потому что все, о чем он мечтал, просто мы в одном проходнике жили какое-то время, все, о чем он мечтал, о том, как он выйдет и замочит свою терпилу. Вот, или там свидетеля какого-то, короче, который на него показания дал, реально. И, блин, даже страшно становилось, да, в тюрьме страшно, представляете, бывает. Ну, не то, что страшно, он там выглядел как дрищ, как хлыст какой-то. Вот. Но такие люди вполне способны как бы взять и замокрить. Ну, всю жизнь в тюрьме просидел, 25 лет, представляете. Вот. Таких людей точно не будет на вашей работе. И не будут они там где-то разъезжать, расхаживать. В общем, максимум, что будет, это люди с поселка. Но, как я сказал, они уже давно работают и так. Вот. Ну, может быть, хотят их привлекать куда-то на другие работы, там, не знаю, дворниками, еще кем-то. Но, подводя итог, что я вам хочу сказать, ребят, я думаю, что это пуля, как говорится, как говорили вот именно в тех местах не столь отдаленных, это пуля, когда это вброс. То есть, ну, опять же, что-то нам вбрасывают, чтобы мы это обсуждали, поменьше думали о каких-то действительно своих проблемах, о своем там саморазвитии, о том, что где-то рядом и действительно заслуживают внимания. Нам засоряют голову, вот, короче, такой фигней, да? А потом вы сидите и думаете, блин, ну придется зайти на канал к Мишевым Плюшке, посмотреть, что там да как, вот, да? Пояснительная бригада в моем лице, вот по всем вот этим моментам, да, касаемо что-то там тюрьмы, вот, либо зэков, либо бывших зэков. Ой. Они освобождаются, вот, ну, и сами по себе работу не могут найти. Не могут, не хотят. Брать их из зоны, привлекать на работу, естественно, никто не будет. Так что можете быть спокойны. Вот. Самое главное, не окажитесь сами на их месте. Не занимайтесь никакой фигней, ребят. В общем, смотрите меня, мотайте на ус, слушайте мои истории, нажимайте в колокольчик, нажимайте подписаться, не пропускайте прямые эфиры, они проходят четверг-суббота в 19:00 по московскому времени. Вот, также есть второй канал, третий канал, все ссылки в описании, как всегда. Вот, берегите себя, друзья, время такое, видите. Сегодня зэк у тебя работает на работе, а завтра ты зэк и работаешь где-нибудь на какой работе, не дай бог. Вот. Люди мне пишут постоянно какие-то вопросы, вот, связанные с этим. Там, стоит ли заниматься, не стоит. Ну, не знаю, зачем вы пишете. Я всем своим видом и всем своим там, каналам и действиями и рассказами вам даю понять и стараюсь вас наставить на путь того, что как бы, ну, не надо этого делать, не надо совершать никакие преступления. И не надо здесь летать, меня провоцировать на то, чтобы я убивал насекомых. Вот. Смотрите, как прекрасно, да? Пожалуйста, вон, природа, птички поют, классно в лесу, да? Живите, радуйтесь жизни. Жизнь одна, и как бы, ну... Если бы я мог не сидеть в тюрьме, да, эти 12 лет, которые я там провел, если бы можно было вернуть все назад, либо выбирать там, да, как-то, какой путь взять, так сказать, в начале своей жизни, я бы не сидел, я был бы рад не знать, что это такое. Но, как я себя успокаиваю, бывает всегда судьба и хуже, чем у меня. Вот, в общем, вот такие дела, ребят. Поэтому берегите себя. Еще раз повторю, не занимайтесь никакой фигней. Вот, пишите интересные темы в комментариях. А с вами был Миша Плюшка. До новых встреч.